Здравствуйте, дорогие друзья! Чем дольше живут беженцы из Украины в Болгарии, тем больше ими ощущается необходимость взаимопонимания между гражданами Украины и гражданами Болгарии. Это взаимопонимание встречает отчаянное сопротивление со стороны пророссийски настроенных болгар, каких в Болгарии немало, и особенно со стороны пророссийски настроенных болгарских политиков. Одним из таких антиукраинских политиков Болгарии является лидер болгарской парламентской политической партии «Возрождение» Костадин Костадинов. Наличие пророссийской политической партии было бы более или менее понятным в Сербии, но пророссийская политическая партия в Болгарии – это, как говорится, выход за пределы обычной человеческой логики. Но, тем не менее, это так. И хотя Костадин Костадинов пытается представить себя как нейтрально настроенного политика в отношении к украино-российскому конфликту, тем не менее его пророссийскость очевидна. И в том числе она очевидна гражданам Украины, укрывшимся в Болгарии от российского военного террора. Эту свою пророссийскость Костадин в полной мере изложил в своей программной речи на канале YouTube в видео «Войната эскалира», где он пытается тезисы пророссийской пропаганды выдать за политически и исторически обоснованную позицию. Это видео в ситуации отсутствия дискуссии с политическими оппонентами представляет угрозу болгарско-украинским межгосударственным отношениям, поскольку формирует ложную позицию у значительного количества граждан Болгарии, которые не имеют возможности с достаточной степенью критичности анализировать то, что этот пророссийский болгарский политик им несет. В сущности, позиция Костадина Костадинова в отношении украино-российского военного конфликта проста. Во-первых, он почему-то вычеркнул болгар из состава цивилизованного мира и причислил их к 88% варваров, которым, по его утверждению, принадлежат Россия, Китай и все остальные страны, кроме США, Канады, Западной Европы, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Сингапура, Тайваня и Южной Кореи. Причем это свое утверждение он преподносит как позицию США, пытаясь таким образом создать негативное отношение болгар по отношению к США и странам, поддерживающим украинский народ в борьбе против российских оккупантов. Такая недобросовестность болгарского политика с абсолютной очевидностью опровергается резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН ЕС 11/1 «Агрессия против Украины», принятой 2 марта 2023 года при 141 голосе «за», 5 «против» и 35 воздержавшихся. Этот документ, о котором, рассказывая болгарам о сути украино-российского конфликта, умалчивает Костадин Костадинов, абсолютно не соответствует тому процентному соотношению сил в отношении к конфликту в Украине,
которое вместе с Россией Кастадин пытается выдать за действительность. Во-вторых, Кастадин Кастадинов явно извращает исторический дискурс украино-российского конфликта и пользуется калькой российской пропаганды, которая нагло врет, утверждая, что украинский народ – это, дескать, часть единого русского народа, оторванная от россиян во время двухвекового татаро-монгольского ига. Эта недобросовестная ложь Кастадина не безобидна, поскольку направлена на обрушение исторического самосознания болгар и является попыткой заставить болгарский народ забыть свою историю и своих предков. Ведь каждый болгарин знает, что великий хан Кубрат, основатель первого христианского государства болгар, похоронен в Украине, а именно в селе Малая Перещепино Полтавской области Новосанжарского района. Каждый болгарин знает, что Великая Болгария, созданная Кубратом, находится на территории современной Украины, а именно в Поднепровье, Крыму, на Дону и Кубани. То обстоятельство, что в конце VII века болгар оккупировали хазары, а затем в IX веке Русь, не делает граждан Украины, являющихся фактически потомками граждан Великой Болгарии, проживающими на Украине, одним народом с россиянами. Зачем Кастадин пытается внедрить в сознание болгар историческую ложь российской пропаганды? По незнанию, но как болгарский историк и политик он обязан знать болгарскую историю и историю болгарского государства. Эта российская ложь Кастадина направлена на уничтожение исторической памяти болгар, что является абсолютным негативом, в том числе и для болгарского национального самосознания, являющегося основой суверенитета современной Болгарии. Таким образом, как бы невзначай, болгарский политик ведет чудовищную, пророссийскую и антиболгарскую пропаганду. В-третьих, Кастадин пытается начать историю Украины не с момента обретения Украиной независимости и суверенитета в 1991 году, за которую на общенациональном референдуме проголосовало более 90% граждан Украины, а с 1918 года, когда Украина вышла из состава Российской империи. С точки зрения современной политики, такая позиция является попыткой нивелировать значение волеизъявления народа Украины 1991 года, являющегося действительным основанием создания современного украинского государства в границах 1991 года, суверенитет и территориальная целостность которого была признана всем мировым сообществом и несет вред болгаро-украинским международным отношениям. И в-четвертых, Кастадин в своем сознании уже включил Украину в состав России и оправдал чудовищные военные преступления россиян, совершенные ими против граждан Украины в ходе Украино-Российской войны. Эти военные преступления фактически являются геноцидом украинского народа, который Россия пытается вооруженным путем заставить признать себя одним народом с россиянами.
Такое оправдание Костадин пытается обосновать тем, что в Украине у власти находится якобы нацистский режим. На каком основании Костадин утверждает, что власть в Украине является нацистским режимом, непонятно. Пока оснований для таких утверждений нет. Кто и когда квалифицировал власть Украины как нацистский режим? Может, ООН? Нет. Может, Болгария? Нет. Поэтому на сегодня ничто не дает права болгарскому политику так безосновательно и безответственно объявлять нацистским режимом украинскую власть и оправдывать военные преступления россиян в Украине. Таким образом, Костадин Костадинов с точки зрения уголовного права является подстрекателем в групповом преступлении геноцида, совершаемого против украинского народа, юридическую квалификацию которого я обосновал в своих видео «Геноцид украинских граждан Украины» и обоснование квалификации геноцид в отношении действий России в Украине. Дорогие граждане Болгарии, просьба, не поддавайтесь на уловки пророссийских болгарских политиков, таких как Костадин Костадинов, и не соучаствуйте в геноциде, совершаемом в отношении граждан Украины. Спасибо за внимание. До новых встреч.